Здравствуйте, мои дорогие! Как вы видите, мы опять в конце огорода. Я здесь немножко навела порядок, опять же. Это уже не первый раз за сезон, солетний. Выставила вот колышки, уровень, подготовила для наших габионов. Хочу очень их сделать. Наверное, получится красота красотющая. В общем, потихонечку дела движутся. Не так, как бы мне это хотелось, конечно, потому что планов было очень много, и планы приходится менять. В этом году, в общем, как и у всех, у нас жара, 40 градусов в тени, высокая влажность. Ну, высокая влажность у нас, в принципе, всегда. Поэтому планы меняются постоянно. То, что хотелось сделать в июне, переносится, скорее всего, на август, а может быть даже и на сентябрь, как будет позволять погода. Синоптики нам обещают и жаркий август. Прохожу. Яблочки. Ну, красота! Первый раз в этом году плодоносит этот абориген у нас сорт. Потихонечку, в общем, работаю. Как вы уже видели, первые кадры, я начала покраску камина. Пока еще камин не доделан, и как это будет у нас выглядеть, еще пока не принято решение. Будет он белым или еще каким-то, еще пока мы не определились. Пока в процессе. Нужно еще на камине переделать зольничек. И, в общем, на камине еще много работ. Нужно будет переделать трубу, которая у нас на крыше. Она у нас посыпалась там очень сильно. Нужно, в общем, ее полностью перебрать. Сразу видно. Начало августа, 1 число. Скоро будут груши. Ой, отвлекаюсь. В общем, работы много. Еще в процессе у нас заливка фундамента. Фундамент будем заливать под верандой, которую я не доделала в прошлом году. Помните, да, замкнутое пространство, которое я залазила там и вытаскивала всякую глину, шлак. В общем, нужно там будет все это доделать. Нужно будет залить, опять же, фундамент и переделать часть отопления. Сами понимаете, работы много. Но, надеюсь, у нас это все получится, потому что у нас еще сентябрь и, ну, можно сказать, до 20-х числах ноября обычно тепло. Думаю, что успею. Успею, лишь бы не было других каких-то конфузов и травм. Будем стараться избежать этого. А сейчас хочу еще с вами поделиться самой интересной новостью. Нам отремонтировали дорогу, улицу нашу. Это такая радость для нас, особенно для меня. Я не знаю, как кто, но я очень этому рада. Мы приглашали администрацию в 2023 году
когда был тайфун, после тайфуна, это последствия после тайфуна, и нас внесли в план работ. И вот в этом году нам дорогу отремонтировали. Нет, мы больше никуда не обращались, ну лично я никуда не обращалась, не писала никаких жалоб больше и объяснительных там и других каких-то заявлений не писала. Администрация сама принимает решение, когда проводить какие работы. По факту того, что по износу, по проблемным улицам. Поэтому вмешиваться в эти мероприятия я не вижу никакого смысла. Государственное учреждение, я считаю, что сами должны решать такие проблемы. И спасибо им. Нашу улицу поставили в план этого года, и нам ее сделали. Огромное спасибо. И огромное спасибо подрядной организации, которая выполняла эти работы. Ребята работали отлично, 40-градусную даже жару. Сделали все замечательно. По крайней мере, на данный момент нас все устраивает. Радость и благодарность. Ну а вам хорошего просмотра. Порадуйтесь за нас.